Май месяц. Вода из балок не ушла. Лысочки бегают. Лебеди загнездились. Красота какая. Оживает природа. Вода есть, есть и жизнь. Да, белая акация цветет. Мы в детстве ее прямо вот так вот ели. Было очень вкусно. И сейчас очень вкусно. Вот. А мы в мае месяце обычно проводим учеты. Учеты барсука, ну и всех остальных животных. По барсуку я езжу по норам, ставлю фотоловушки, определяем наличие зверя. Вот неделю назад я здесь вот на норе поставил фотоловушки. Сейчас посмотрим, приходило что-то или нет. Ну вот здесь где-то внизу я ставил одну фотоловушку, там другую. Сейчас посмотрим, ходил зверь или нет. И вот там у меня фотоловушка другая. Она направлена прямо на переход. Вот, ну посмотрим, что она поймала. Ну сейчас лето, зверь может не ложиться в норе. Это только самка с детенышем может быть. А самец шатается. Лежит под любым кустом и деревом. Спокойно себя чувствует. Да, вот таких лесополосах любят пчеловоды становиться. С пасекой со своей и вот такой собирать мед. Неделя, не больше. А потом едут за ней, за цветением, аж в Ростовскую область. И спокойно занимаются. А вот здесь, как обычно, я увидел волчий след. Так что волчок везде присутствует. Вот он пошел понад лесополосой и пошел в балку. Судя по файлам фотоловушек, этим переходом активно и хорошо пользуются зайцы наши. Прыгают взад и вперед, причем в любое время, и днем, и ночью. Затем появился барсучок. Скорее всего, это самка. Пустилась в канаву, водички попила. Вот, и не стала в воду лезть, боялась застудить вымя, поднялась и пошла вверх. Учеты продолжаются, зверь на месте. Вот в этой норе я оставил барсука, потому что он закрылся, и я не смог его добыть. То есть рано он залег в спячку. Теперь я приехал посмотреть, что здесь делается. Ну, и поставлю фотоловушки. Учет есть учет, проводить его надо. Ну вот одну здесь поставим на ближнем фоне. Я думаю, зверь ее не испугается, она невидимая. А вторую чуть подальше посмотрим. Все, пусть стоят. А мы уходим и уезжаем до следующей норы. Вот везде бы, где я не ходил, барсука смотреть нора. Вот везде присутствуют волчьи следы. Так что звери есть. Зверь ходит. Будет сезон, будет охота. Причем следы и туда, и назад. То есть явно прослеживается тропа. Где-то рядом логово. Здесь вот канал вот, с водой. И, возможно, здесь где-то он логово устроил и может ходить на водопой. А вот в корнях тут еще одна нора.
Как он тут лазит, неизвестно. Даже не знаю, где здесь поставить фотоловушку, но постараюсь сейчас слепить. Пусть он ходит. Тропа выходит сюда и пошла. Ну вот так, мох поставил сюда, проломал вроде как, чтобы посвободнее было. Пусть наблюдает, недельку стоит. Злата, вот это видишь, белая акация цветет. Вот это называется кашка-малашка. Вот это мы ее в детстве вот так вот рвали, смотри. Вот так вот рвали вот эти цветы, видишь? Вот. Цветы вот эти рвали. И вот так вот кашку-малашку эту счищали. И вот так вот ели. Вот так вот, смотри, чтобы этот, вот так вот счищали. Сейчас я тебе начищу. Вон она. И прямо в рот запихивай все. Ну как? Вкусно. Не сыпь, не сыпь, ешь все подряд. Ничего там не выбирай, там все вкусно, все хорошо. Вот эти цветочки, пчелы прилетают и берут отсюда нектар. Вот белая акация мед, это майский мед называется. И вот люди как раз очень гоняются за этим медом. Вот. То есть пасеку везут. Вот она раньше расцвела, допустим, вот в Краснодаре. Потом где холоднее. И движется в Тимошовку. Потом неделю постоял, поехал дальше. Каневской район. Неделю постоял еще дальше. И так вот до Ростовской области едут за вот этим цветком. Собирают белую акацию и делают майский мед потом собирают. Понятно? Он самый целебный, самый дорогой. А почему целебный? Мы же в детстве его ели, вот это вот. И все витамины отсюда. Понятно? Пошли дальше. Вот пошли, Златик. Видишь, вот это вся лесополоса, видишь, Злата? Вот это вся лесополоса, вот это вся белая акация цветет. Вот как раз где-то вот в таких районах, чтобы и там он белая акация, и здесь белая акация, чтобы вокруг где-то 3-4 лесополосы было с белой акацией. И вот здесь ставят пасеку. И вот она здесь как раз вот развивается. Почему далеко не надо, Златик? Вот смотри. Вот здесь вот именно пасека. Потому что пчела дальше километра летать не должна, чтобы собрать мед. То есть километр туда, километр назад. Понятно? Вот. И она собирает этот нектар. Если чуть дальше, она уже его перерабатывает и сама съедает. Понимаешь? Она уже до улика не донесет, она уже сама съедает его. А так она как раз донесет и положит в соты его. И он там созреет и будет потом мед. Понятно? Все, поехали дальше. Да, я схожу. Красота. Вот так летит пиранка. Заехал на ферму спросить у них, беспокоит ли их волки. А у них тут стрижка овец идет. Вот у него специально руки-ноги вяжут в таком станке. И начинает стричь. А шерсть куда? На утиль? На утиль. Не принимает никто. Да, только цыгане за шапку сухарей и то не всегда берут. Я понял, да. Слушай, мне стричь аппарат, ты меня можешь так обработать. Ну, у меня уже, я подошел, я уже подготовился к стрижке. Жиропот не выделяется. Брезонка плохо заходит. А вот спина уже хорошо отходит. Видите, это раз и пошла. Вот, пожалуйста. Там, где шерсть отошла, она и стрижется хорошо. Ну, понятно. Володя, так у тебя название стрижки есть или нет? Есть армейская. Подкотовского? Отлично. Как в детстве меня стригли за 10 копеек. Налито, да, за 10 копеек под ноль, да, всех нас троих стригли так.
Смотри, не состриги там. Стараюсь. Ну вот и все. Слушай, Володь, а если не стричь, то что? Вес плохо набирают. Жарко. Да, они Жарко. будут стоять на одном месте, ну, будет им некомфортно, плохо едят. Понятно, понятно. Да. В некоторых случаях тепловые удары могут Могут быть, наблюдаться, да. Поэтому Особенно стричь надо, желательно стричь стричь. обязательно. Да. Все понял. Я снова здесь на норе. 3 ночи прошло. Посмотрим, что здесь за 3 ночи. Ну, скорее всего, зверь показался. Сейчас посмотрим. Ну, фотоловушки стоят, самое главное, живые. Это и вторая. Ну все, поглядим сейчас. Снимаем. Фотоловушки проверил. Зверь в угодьях присутствует. Да, действительно, та нора, которую в прошлом году я не успел добыть барсучка, он закупорился, оказалась выводковой. Первым вышел самечек большой. Он обнюхал все, понял, что здесь были гости, то есть мои следы наверняка услышал, и потихоньку свалил оттуда. Потом вышла самочка с 2 барсучатами. Причем наверняка один из них самец, чуть побольше, покрупнее, поуверенней, а второй, чуть поменьше, оказалась, наверное, самочка. Вот они на норе погуляли, мама за ними поухаживала, почистила. Барсучата какие-то потешные такие, но еще ходить толком не умеют, подпрыгивают, на ногах не держатся. Ну, явно уже как бы интересуется, что находится снаружи. Малой даже залез наверх, мамки что-то там пытался найти, поухаживать за ней. Так интересно вообще наблюдать за дикими животными в ее природе. Вот. Мамочка на следующий день с вечера прямо начала наводить порядок в норе, затаскивать новую подстилку. Ну и следом вылез за ней самечек. Он, видать, бесстрашней, будем так говорить, и поинтересовался, что здесь днем творится. Мама тоже продолжает чистить и затаскивать новую подстилку, а самочка, барсучонок, не вышла, побоялась елки. К вечеру барсучиха тоже вышла и опять начинает свою работу, затаскивает подстилку. А что тут подстилка? Это листья, камыша, трава, ну все, что мягкое, все, что под ногами, все находит. Потом к ней вышли барсучата, тоже они помиловались, она почесала, погоняла блох. Вот барсучата тоже что-то нюхают, что-то вроде как бы соображают. Ну вот, и мама потихоньку повела их по тропе влево. Вот, тоже начинает показывать свои, так сказать, охотничьи угодья, свой охотничий участок. Барсучата тоже так вот потихоньку двинулись за ней. Нагулявшись, мама вывернулась на нору, хорошо видно. Барсучата тоже уставшие, еле-еле идут, шатаются, на ногах еле держатся, устали бедные. Вот, ну, как бы жизнь продолжается. Барсучата ушли в нору, а мама продолжает затаскивать подстилку. Причем тащит ее со всех сторон. И справа, и прям под фотоловушкой прошла. Все тащит и обновляет подстилку в своем логовище. Ну так и надо. За чистотой надо следить. Приехал через неделю. По пути успел снять шакала, шатающего прям под хутором. Вот. Конечно, их надо регулировать численность, потому что их развелось сюда. Но на норе, как обычно, появился, пришел к вечеру папа и начал тщательно исследовать всю местность, что тут за неделю произошло. Обнюхает каждую камышинку, каждую веточку,
не было ли здесь чужаков. Естественно, чужаки, он имел в виду, наверное, другого самца барсука. Поэтому он тщательно все исследовал своих, так сказать, соперников. Дело в том, что барсуки ревностно относятся к своей семье и оберегают ее от всех нападок. Обнюхивают каждую камашинку, причем даже вот так вот пометил свой участок, пошел и зачем-то по толовушку пошевелил елки зеленые. Ну, а потом в течение получаса появилась мама со своими детенышами и начала на норе заниматься. Потом повела их на прогулку. Малыши уже поживее пошли, то есть неделя прошла, малыши более-менее окрепли. Вот, вернулась, и тут же появился папа. То есть как бы он контролирует все-таки свою семейку. Начали они миловаться друг с дружком, соскучились, видать. Конечно, неделю где-то шатался, где-то ночевал, не был с семьей, а тут на тебе. Вот. Мама со своими ребятишками на месте, даже до утра задержалась. Вот, папа тоже тут же как бы все проявляет свою любовь к ней, понял, что здесь никого чужого не было. Вот, поэтому можно с ней позаниматься. Ну и, естественно, убедился, что все в порядке, запахов чужих нет, врагов, соперников тоже нет. Ну и потихоньку залез отдыхать, наработался. Вот. Мама же, в свою очередь, вышла вечером, ну и, как обычно, начала таскать свежую подстилку в нору, заниматься ремонтом гнездовых камер, лежбищ и все прочее. Конечно, вышла отдохнуть. Вот. Ну, а тут, как ни странно, папа ни с того ни с сего начал ей помогать таскать подстилку. Ну, убедился, что в этой норе много подстилки свежей, он потащил в соседний от норок. Оттуда надо начинать тоже ремонт. Вылез, отряхнулся и пошел за следующей порцией, так сказать, свежей подстилки. Тащит он, конечно, побольше, чем самочка. Он уже берет охапку такую, что, не дай бог, и потащил в основной верх. Вышел с той стороны, с другой подстилки, видать, где-то в середке, с другого от норка, и потащил сюда уже в основной вход свежую подстилку. Вот так вот я вам сумел показать жизнь барсучей семьи. То есть они тоже не сидят без дела, а работают, занимаются и живут. Приятно за всем этим делом наблюдать. А вот эту нору, которая находилась в лесополосе, скорее всего, это времянка. Барсучок появится здесь только к осени. Облюбовала зайчиха. Вывела своих зайчат в ней и ходит кормить. В камышовых балках вода. Фазан переместился в поля, в лесополосы и прекрасно себя чувствует. Обилие зайца и фазана в угодьях просто нас, охотников, радует, и мы наслаждаемся этим. Очень хорошо. Зайчиха покормила, вышла из норы. И так она утром и вечером приходит кормить своих зайчат. Вот у меня здесь фотоловушка стоит на этом переходе. Ну, ставил, может барсучок, может волчок покажется. Сейчас посмотрим и снимем ее. Лиса, слава богу, начала появляться в наших угодьях. Ну а куда без шакала? Его как грязи у нас. Ну и постоянный актер моих съемок на фотоловушку — это фазан. Так старался, что чуть не брякнулся после своего крика. Конечно, очень удобно применять фотоловушку при проведении учетов численности барсука. Потому что барсук зверь ночной, вот, выходит только в вечернее время. Вот. И посчитать, сколько его там в норе сидит под землей, просто невозможно. А вот в данном случае семейку всю посчитал, сколько чего как, даже вот
в вечернее время дневная съемка произведена. То есть это очень хорошо. Видишь наличие зверя, считаешь его и получаешь причем от этого огромное удовольствие. Мама, конечно, хорошая, потому что она и следит за состоянием подстилки, постоянно ее подновляет, со всех нор таскает, вот, заменяет. То есть мама хорошая. И вот интересно, приметная мама, что у нее вот именно уха нет, как бы. Или отморозила, или откусили, или еще что-то. Ну, то есть мама приметная. А папа, конечно, с двумя ушами. То есть если буду охотиться, то нужно, конечно, забирать папу. А мама останется. А самечек к ней найдется, потому что вокруг барсука полно. Поэтому он как бы найдет эту маму на следующий год. В целом обстановка по зверю очень удачная. По количеству, по учетным данным, где-то больше 20 голов в наших охотничьих угодьях барсука имеется. Вот, значит, мы можем забирать не более 10%. Это, опять же, пару лицензий можно брать. Так же, как и в прошлом году. А сейчас до встречи осенью, в октябре, при охоте на барсука. Ну вот, осень настала, началась охота. В этом фильме я хочу показать вам охоту на барсука за 2 года. Вот в каждый год по 2 лицензии имел, то есть 4 добычи барсука, чтобы фильм был побогаче и показать разнообразие всех охот. А сейчас, пожалуйста, первая охота. Вот, и сейчас подойду к первой норе. Выход из норы впереди меня под упавшим деревом. Хороший зверь. Отлично. Самец. Ну и хорошо. Будем собираться. Потихоньку. Подъехал на машине, потому что вот этого монстрика очень тяжело тащить. Удача меня посетила, и я открыл счет в этом году. Отлично. Тащим машину. А вот еще одна нора. Барсучья, может быть, здесь и живет. Вот. Здесь как раз вход-выход. И вот оно, кукурузное поле, на которое он ходил, кормился. Много остатков кукурузы осталось здесь. Вон даже лежит целый початок возле норы. Вон дальше следующий. Вот здесь я поставил фотоловушку, чтобы проверить, здесь живет он или нет. Скорее всего, может быть, и ушел, потому что он кормился тогда, когда стояла кукуруза, и он ее кушал. Вот моя фотоловушка. Сейчас я сниму ее и посмотрю, что здесь было. Ну вот видим, что на нору заяц пришел. Вот. Посмотрим, что дальше будет. А барсучка не видать. Вот такие дела.
Там, где кукурузка, там и фазаны ходят. Конечно, кормовое поле, все. Кормится здесь и мыши, и зайцы, и фазаны. А вот и еще один житель появился здесь. Енотовидная собака. Скорее всего, ищет тоже себе место перед зимней спячкой. Может быть, и облюбует ее, эту нору. Барсучок здесь, конечно, был. Но, учитывая то, что кукурузу скосили, передисковали, хоть много и кормов осталось, он все равно покинул эту нору, скорее всего, нагулял достаточно жира для зимовки и ушел в свою основную нору, которую можно готовить теперь к зимовке. Вот. Ну, а на фотоловушке вы видели, что эту нору облюбовал заяц. Скорее всего, это зайчиха, которая в барсучей норе вывела своих зайчат. Вот она и днем, и ночью приходит туда и кормит их. Это третий осенний помет в сентябре. И этих зайчат у нас еще называют листопадники. Много фазана вокруг ходит. То есть поле кормовое продолжает оставаться кормовым и работает для всех остальных видов животных. Ну, почему бы не питаться? Вот эти початки собирают с удовольствием. И барсук, и фазан, и заяц. Так что здесь все под ногами, так сказать. Нора, как оказалось, времянка действительно. Будем ездить, смотреть дальше, искать. Да, вот это вот, скорее всего, его основная нора, куда он перешел. Вот. Здесь он ее тоже уже начал как бы чистить. Вал уже нарыл. Вот, ну, не знаю, здесь он или не здесь. Сейчас поставлю фотоловушку. За сколько лет охоты, приблизительно я уже все норы знаю в округе. И вот приехал на первую попавшуюся, которая вот рядом с этой норой, где-то в 1,5-2 километрах. Вот. Приехал, посмотрел, да, он ее почистил, хорошо все сделал. Поэтому здесь вот сейчас поставлю фотоловушку и буду наблюдать. Ну, установил вроде бы как направление сюда. Вот, пусть она пару ночей постоит, посмотрим, что здесь вот, будет. Посмотрел фотоловушку. Барсучок один раз ночью пришел, почистил нору и ушел. То есть он еще здесь не живет. Поэтому будем ждать. Появились шакалы и лазят по норе, как у себя дома. Это молодежь, скорее всего. Интересно, барсучок появился или нет? Ну, судя по тому, что лист лежит, может, тут никого и нет. Может, еще и не пришел. Ну, сейчас свою фотоловушку поменяю. Вот, и посмотрю, что дальше буду делать. А шакалы так и продолжают лазить вокруг. Может быть, и беспокоят барсука, поэтому он здесь и не появляется. Сейчас мы идем на свою нору. Стояла фотоловушка неделю. Посмотрим, барсучок пришел сейчас или нет. Или опять же лазят шакалы. Так, листья на входе. Да, прогноз очень осторожный. Скорее всего, тут нет ничего. Ну, снимем фотоловушку и поедем. Пока тут делать нечего. Вот я снова на своих буграх. Ветер строгает хороший. Вот, ну здесь вчера я все-таки обнаружил своего барсучка. Он начал чистить нору. И я поставил фотоловушку. Сейчас пойдем посмотрим. И вот здесь у меня стоит фотоловушечка. Вот здесь я ее поставил. Здесь все как обычно. Маслачки с древних животных. Следы. Ну, здесь явная рабочая нора. Да, вот он свою пяточку оставил. Следочки. Все, смотрим фотоловушку.
После полуночи вышел барсук. Слишком поздно. Не торопится. А может быть, пришел откуда-то. Сейчас посмотрим. Подошел к фотоловушке. Да, что-то иногороднее не нравится. И на чем еще шатается. И опять же зайцы. Что-то зайцы любят в этом году барсучьи норы посещать. Судя по всему, барсучок еще не нагулялся, где-то отдыхает в камышах или в траве. Вот, поэтому он шатается, придет ночью, проведает нору, может быть, почистит и уходит. Поэтому нет смысла здесь и сидеть. Единственное, что хорошо по такому ветру, вот, что комара не будет, можно просто будет приехать и понаблюдать, может быть, на подходе мне удастся с ним встретиться. Заход солнца. Я на своей норе. Ветерок вроде стихает. Ну, посмотрим, как себя поведет. Единственный недостаток — это вот эта вот луна. Полнолуние как раз. Шакал, волк в этом плане ходит неохотно. Красная плеса, где я раньше и ряску ловил, и карася ловил, и все прочее. И это пламя все. Вот на этом заходящем солнце я как раз пойду садиться и устраиваться в засидку. Зверь выходит к полуночи, судя по фотоловушке. Вот, поэтому придется сидеть долго, оделся тепло. Ну, посмотрим. Это все равно лучше, чем дома на диване сидеть. Потихоньку подхожу к норе. Барсук под землей слышит все, поэтому надо соблюдать тишину. Как зверь будет ходить по луне, посмотрим. Пока вижу одних мышей. Ушастая сова летает вокруг, пытается их выловить. Барсука нет. Время подхода барсука вышло. Пора собираться. Прошлую ночь посидел, до 3 ночи посидел, барсук так и не вышел. Хотя фотоловушка показала, что буквально в 3:20 он из норы появился, постоял, походил. Вот. То есть он прекрасно слышал, когда я сидел сверху. Надо срочно менять место и садиться прямо под фотоловушкой, чтобы я с одного места смотрел, как и фотоловушка. Сегодня я поменяю место и сяду там. Ветер, как всегда, к вечеру стихает, и комары дают так, что не дай бог. В прошлый раз накрыли как одеялом, и вот где-то с 7, без 15-7 вечера я сел, до 9 вечера он так хорошо давал, после 9 так, ну какой-то десяток вокруг меня крутился, и все. Солнце садится, и я пойду садиться на свое место. Вот на это место я пойду садиться. Вот такой вид у меня перед глазами. Вот впереди по длине ствола он должен вылезти туда. Девять с половиной метров. Фотоловушка, карабин и нора. Вот такой у меня натюрморт здесь. Сегодня облачность. Хорошо, луны нет. Зверь должен пойти. Все. И моя смена началась. Всем удачи и добра. Охота в России. Охота на барсука. Как стемнело, прибежал зайчик. Позаглядывал в нору, полюбопытствовал. Меня не обнаружил, не увидел. И побежал влево, в сторону. Как же без него тут? Периодически посматриваю прицел. Пока никого. Тихо. Барсука нет. Только сова кружит вокруг меня.
Да нет, промах чистый. До крови ничего, зверь ушел. Отлично, 1-0 в пользу зверя. Можно ехать домой. Вот такая тетеря. Зверь вышел, а я поторопился. Думал, уйдет по тропе. Вот, поторопился и выстрелил. Он нырнул в нору и исчез. Естественно, здесь уже делать нечего. Дня 3, 4, 5, а может быть неделя. Можно спокойно ехать домой. Неделя прошла, и я снова на своих курганах не утерпел. Сейчас проверю фотоловушку. Ну, слава богу, барсучок на месте, целый и невредимый. Ведет себя нормально, ходит, озирается, то есть все нормально. Можно продолжать охоту. На вечерней зоре устраиваюсь уже как обычно на своем стульчике в засидку. Карабин устанавливаю на штативе направлением на выход из норы. Вот такой вид у меня с моей засидки. Впереди должен вылезти барсук. А я вот так подготовился к встрече с комарами и со зверем. Надеваю накомарник, тонкие кожаные перчатки, закупорюсь как можно лучше, чтоб комар не пролез, и жду. Где-то начало 10-го я прозевал, как барсук тихонько вышел из норы и ушел. Просидел до 12, так он и не вернулся. Но луна уже вышла, видимость отличная. То есть, если он даже подниматься будет в нору, а может так и было, он возвращался в нору, увидел меня на фоне луны и ушел. Поэтому опять нужно, пусть он успокоится, и можно будет попробовать его добыть. Но самое главное, зверь есть, и мне с ним надо работать. Сегодня опять я на своих буграх. Здесь вообще интересно события разворачиваются. Первый раз сидел, он вышел, я его не видел. Вот. Но когда я ушел, до 3 часов сидел, он пришел в 3:20, покрасовался, позаглядывал в нору, пришел со стороны откуда-то. То есть он в норе не был. Потом приехал, уже поменял место, чтобы он меня не видел. Ну, с другого места фотоловушка показала удобно. Прям выход у меня на глазах, чтобы я спокойно наблюдал за ним. Вот, он вышел, но я поторопился или не поторопился. Ну, в общем, голову убрал, а я в то место выстрелил. Барсук мотался. То есть ни крови, ничего я не обнаружил. Барсука не было. Потом приехал, 3-й раз уже приехал. Барсучок. Я его тоже не видел, но фотоловушка показала, что он вышел, выглянул, меня увидел и быстро слинял, подняв облако пыли. То есть, другими словами, он уже знает, что я за ним наблюдаю, он меня ждет. Вот. Потом через пару минут он еще раз выглянул, уже тихонько, вот, посмотрел, убедился, что я сижу, и слинял. Сейчас я вот приехал специально в обеденный перерыв, специально, чтобы поставить здесь хорошую маскировку сделать, и чтобы я был за кустом, как говорится, и он меня не обнаружил. Пусть дня 2-3 постоит этот куст, чтобы барсук к нему привык, а потом уже приеду и сяду. Будет за мной победа или нет, я уже не уверен. Зверь тут уже профессором стал, и поэтому он все это блюдит и за мной наблюдает. Вот такую оградку поставил с кустов, чтоб я наблюдал за норой, вот в это окошко. Вот не знаю, поможет это мне или нет, я уже не уверен, потому что зверь меня вычисляет на раз и просто знает, что я здесь и что нужно текать. Но охота в этом месте продолжается. До закрытия охоты время еще есть, поэтому я не теряю надежды, что я его подстрелю.
Я снова на своих курганах или буграх, как я их и называю. Ну, сегодня уже неделя прошла после того, как я сделал маскировочный куст, поставил. Сейчас чуть-чуть подновлю и буду садиться. Свое крутящееся кресло и штатив под карабин установил заранее, чтобы можно было как можно меньше шуметь на норе. Как обычно, готовлюсь к встрече с комарами. Красивый закат солнца и нарастающее предчувствие встречи со зверем. Вот он. Успел сбежать. Опять слинял. Опять вылез. Что играется со мной? Барсук ушел в нору. Не успел выстрелить, очень жаль. Так что тут делать нечего. Собираюсь и иду домой. В общем, тяжело дается мне этот барсук. Где-то в 19:45 он быстро вышел, я в гляделку посмотрел, пока прицел включил, он уже исчез. Потом через 2:20:45, около 9 он также быстро в гляделку увидел, а в прицел пока включил, он сквознул нору, то есть он ушел. Ну, думаю, буду сидеть до конца. Где-то около 10 смотрю, потихоньку вылез. Вот. Ну, момент боялся промазать опять, как этот момент, но он что-то заподозрил и сразу нырнул в нору. То есть я не успел выстрелить. Ну, наверное, судьбу не буду испытывать, оставлю. Такого умника пусть живет. А сам пойду на ту семейную нору, которую я в мае на учетах нашел. Вот, посмотрю там. Все равно сезон надо закрыть, у меня осталась одна лицензия. Да, что-то у меня не получается на курганах. Поэтому приехал на свою семью, где учеты проводил майские. Где живет семья и два этих барсучонка. Ну, на осень уже барсучата почти как взрослые. Я ставил здесь фотоловушку. Видел всю семью, даже как вот папа вот с барсучатами занимается. Не хотелось бы, конечно, их нарушать. Но и самое главное, что если вылезет барсучиха, чтобы ее не стрелять. Она приметная, без уха. Она тоже здесь живет, семья в полном составе. Если забирать, то, конечно, или молодого, или самца. Ну, в общем, буду внимательно относиться к выстрелу. Ветер северо-западный, самый то для этой норы. Поэтому я спокойно собрался и потихоньку пошел. Надо подходить как можно тише, потому что нора рядом, чтобы барсук не услышал и ничего не заподозрил. Такая нора. Все, сидим, наблюдаем. Все, я готов.
О, самец. Отлично. Молоденький. Ну и хорошо. Семья осталась на месте. Молодого самца забрал. Отлично. Ну и все. Хоть и молодежь, маленький самечек, но тяжелый еле дотащил до машины. Ну, слава богу, как и хотелось. Первый вышел старый, потом выглядывает молодой следом. Ну, думаю, молодого стрельну, а старый пусть продолжает семью. Чтоб так и было. И слава богу, что самочка не вышла первая, а вышла это то, что хотелось. Так что план выполнил, охота закончилась. И слава богу. В местах живут барсуки, а мы их пытаемся найти. А вот нора, вон там выход. Вот поставил фотоловушку. Видно, что в камышах тяжело доставать, ну попробую. Вот я опять иду на эту нору. Прошло 2 ночи. Сейчас посмотрю фотоловушку. Барсук сюда приходил или нет. Посмотрим. Вот эта нора. А вот моя фотоловушка. Открываем, включаем. Хорошо, здесь у меня есть просмотр. Шакал подошел к норе, понюхал, поинтересовался, понял, что хозяин на месте и ушел. В 19:53 вылез барсучок. Можно приезжать. Спокойно садиться на охоту. Все нормально, работаем. До выхода из норы 6,4 метра. Ну, так близко мне не приходилось сидеть. Единственное, что ветер может подвести, и зверь не выйдет, унюхает. Ну, вроде дует на меня. Вот сейчас сижу, вроде порывы ветра прям дуют на меня от норы. Так что все должно быть нормально. Все, до вечера. Вот я и на месте. Поле до сих пор убирают. Солнышко садится. И я собираюсь лезть в свой канал. Ну, полезем. Стараясь как можно тише спуститься в глубокий канал и подойти к своему месту засидки.
Ну вот и все. Небольшенький барсучок. Но есть. Все. Убрали. И пошли. Ну вот и все. Пострелил барсучка. Небольшой, правда, самочка. Но все равно отлично. В таких трудных условиях, что приходилось сидеть практически 6 метров от норы. Ветер крутит. Я думал, не выйдет. Но все равно удачно, все хорошо. Собираюсь ехать домой. Вот такая охота на барсука у нас в России. Именно на Кубани. Всем удачи и добра. А вот здесь нашел еще одну нору. Хорошая, чищенная. Ну, поставил фотоловушку. Пусть ловит. Посмотрим. Прошло 2 дня, 2 ночи. Я вот приехал опять на эту нору, где ставил. Сейчас посмотрю фотоловушку, что здесь хотела, и буду принимать решение, садиться мне или нет. Да, вот она. Фотоловушка моя. Ну, смотрю. А сейчас посмотрите, как это было. Здесь даже не один зверь присутствует, а много зверей. То есть посмотрите, даже енотовидная собака пришла. Ну, приятного вам просмотра. Подошел к норе, позаглядывал, видимо, понял, что хозяин на месте, и ушел. Скорее всего, ищет себе место для предстоящей зимовки. Да, барсучок ходит, все нормально. Теперь надо подгадывать нормальный ветер, чтобы дул не от меня в нору, а от норы на меня. Вот это юго-восточный приблизительно. И садиться. По-любому он здесь есть. Зверь присутствует, это очень хорошо. А как же барсучин? Нора да без зайца. Вылез из канала, посидел, позаглядывал, скорее всего, из любопытства. Попозировал и спустился вниз. Вот так вот бывает. Конечно, фазана в наших угодьях предостаточно. В данном случае молодежь. Сначала курочка, потом петушок проследовали. Тоже любят лазить по всем местам, по каналам, по траве, ищут себе еду. На другую ночь барсучок опять появился. То есть ходит регулярно. Около 8 выходит из норы. Можно ехать на охоту. Вечером я уже на норе. Чувство удачной охоты не покидает меня. Опа-на. А это кто? Енот. Так, что тут у нас? Барсучок. Есть. Да хороший.
Ну и хорошо. Когда он вышел, я и не видел. Вот. Еле дотащил этого монстрика. Но, слава богу, все случилось. Получается очень хорошо на тех норах, которых неожиданно находишь. Именно в времянках. И получается эффект. Вот такая моя добыча. Взрослый, хороший самец. Отлично. Ну, сезон закрыт. Будем готовиться к следующему. Но факт тот, что у меня каждый год, судя по учетам, беру 2 рецензии на барсука, я их закрыл. Да, сел в машину, забыл сказать, что как только стемнело, сенатоидная собака вышла снизу по тропе, вот, и уставилась на меня. Потом потихоньку влево ушла вниз по тропе. Я сразу понял, что она меня не увидела, не услышала. Значит, барсук также. Так и получилось. Барсучок вышел с норы и начал чистить нору, подгребать там то все. Ну, я его и подловил на этом моменте. Охота на барсука на Кубани. Всем удачи и добра!